Продолжение падения акций российских металлургических гигантов. Очередной скачок цен на рынке оцинковки в СНГ. Магнитогорский металлургический комбинат наращивает выпуск высокодоходной продукции и сокращает экспорт. Выплавка стали в Китае выросла по результатам первого квартала. Основные события прошедшей недели в еженедельном обозрении Metal News. Программа выходит при поддержке группы компаний Техэнергопром. Продолжается падение акций ведущих российских металлургических гигантов. Американский санкционный список 6 апреля продолжает вносить коррективы в биржевые сводки. Утром 16 апреля акции компании «Русал», долей в которой владеет конгломерат N+, снова упали, сообщается на сайте гонконгской биржи. Во время открытия торгов их стоимость составляла 25 американских центов. Позже она упала до 18 центов. По сравнению с закрытием торгов 13 апреля акции подешевели на 28,92%. Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году. На московской бирже 6 апреля бумаги корпорации Мечел торговались на уровне 3045 рублей, а 17 апреля стоимость акции составила 2775 рублей. Реагируя на санкционный список 6 апреля, многие компании пытаются уйти от токсичного влияния участников этого списка. Шмольц Бикенбах, крупный производитель сортового проката и спецстали, планирует изменить состав совета директоров. Было предложено переизбрать некоторых действующих членов совета и уменьшить их количество с 7 до 6 человек. В частности, заместитель директора российского холдинга Renova Group Владимир Поленко будет исключен из состава совета директоров. Председатель совета Эдвин Айклер будет выдвигаться на переизбрание, однако он больше не связан с Renova, заявили в Шмольц Бикенбах. Предложенные изменения были одобрены всеми крупными акционерами, которые входят в состав совета директоров, говорится в официальном заявлении компании. Шмольц Бикенбах обнародует эти предложения акционерам на ежегодном общем собрании, которое пройдет 26 апреля. Таким образом, компания намерена свести к минимуму отношения с крупным российским акционером Виктором Вексельбергом, который владеет около 42% акций компании. По состоянию на начало апреля украинские производители экспортировали стальных труб на 2% меньше, чем в феврале. Общее количество составило 45,5 тысяч тонн. Сварных труб отгружено 15,5 тысяч тонн, из которых мелко-среднего типа размерного ряда 15 тысяч тонн. Большого диаметра — 500 тонн. Бесшовных труб поставлено 30 тысяч тонн. Увеличились поставки в США и страны Ближнего Востока, что несколько компенсировало уменьшение отгрузок в страны ЕС и СНГ. За первые 3 месяца 2018 года экспорт стальных труб составил около 140,8 тысяч тонн, что на 8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Бесшовных порядка 92,9 тысяч тонн. Сварных труб малого и среднего типа размерного ряда 46,7 тысяч тонн. Большого диаметра 1,2 тысячи тонн. Цены на прокат на внутреннем рынке прибавили в среднем 6%. В апреле местные заводы повысили цены на 5-7%. Комбинаты работали на максимальном уровне загрузки цинковальных мощностей, но в ряде случаев вынуждены были отказывать потребителям в дополнительных объемах. На складском рынке в начале апреля объемы реализации готовой продукции были низкими на фоне сдержанного спроса и платежеспособности конечных потребителей. Поставщики оцинкованного проката из СНГ также провели коррекцию в сторону повышения цен, следуя за действиями российских производителей. Так, например, оцинковка ArcelorMittal Temirtau остается конкурентоспособной на внутреннем рынке России, несмотря на повышение цен на 6-10%. Магнитогорский металлургический комбинат в первом квартале 2018 года продолжает увеличивать продажи продукции преимущественно за счет внутреннего рынка, уменьшая долю экспорта. Дальнейшее увеличение производственных объемов во втором квартале текущего года не ожидается. Компания увеличила отгрузки высокодоходного проката на 6% до 1,3 миллионов тонн, благодаря чему его доля выросла до 48%, что на 3% больше, чем в последнем квартале прошлого года. Наиболее существенный рост наблюдается в сегменте холоднокатанного проката на 22% в связи с высоким спросом со стороны предельных заводов и отгрузкой подката на Лысвинский металлургический завод, над которым компания получила контроль в конце 2017 года. Выросли продажи и оцинковки благодаря началу строительного сезона. Компания нарастила продажи на внутреннем рынке на 8%, однако как следствие экспорт сократился. Его доля составила 21% против 26% в четвертом квартале 2017. При этом средняя цена реализации выросла на 5%. Ожидается, что рост производственных показателей будет ограничен высокими складскими запасами у металлотрейдеров на внутреннем рынке и продолжающимися ремонтами оборудования. Итальянский производитель сортового проката Aferpi может начать производство рельсов на этой неделе. Aferpi должен получить примерно 10-15 тысяч тонн полуфабрикатов от индийской компании JSW. В будущем индийская компания намерена обеспечивать производство на сортопрокатных станах Aferpi за счет поставок полуфабрикатов собственных активов в Омане и Индии. Настройка оборудования после длительного простоя может занять 2-3 месяца, поэтому запуск пруткового стана и стана по производству катанки пока не ожидается. Входящая в состав ThyssenKrupp Material Service подразделение
подразделение по дистрибуции немецкого промышленного гиганта ThyssenKrupp Schulte завершило разработку проекта для подразделения энергетики компании Siemens. Проект заключается в замене бесшовных труб более эффективными сварными трубами. Компания завершила разработку нового поколения труб, используемых для водяного охлаждения генераторов. Новые трубы готовы к производству. Siemens, как заказчик продукции ThyssenKrupp Schulte, помогал немецкому производителю в разработке инновационных нержавеющих труб, которые позволяют значительно снизить нагрев генераторов. Выплавка стали в Китае выросла в первом квартале на фоне экономического роста и окончания зимних экологических ограничений на севере страны, действующих на период отопительного сезона. В некоторых городах срок действия экологических ограничений был продлен, однако большинство производителей увеличили загрузку мощностей, чтобы получить заказы, пока цены были на высоком уровне. С января по март выплавка стали в Китае выросла на 5,4% до 212,15 миллионов тонн. Китайские металлурги выплавили 73,98 миллиона тонн стали в прошлом месяце, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суточные объемы выплавки стали достигли 2,39 миллиона тонн. Вы смотрите Metal News. Индикативные цены на отчетной неделе выглядят так. Вы смотрели Metal News — еженедельный обзор основных событий на рынке металла. Подписавшись на канал и нажав на колокольчик, вы не пропустите свежий обзор и будете в курсе основных событий тотального металлургического рынка.